Что может рассказать лицо человека и какие болезни мы можем определить у человека, следуя его проявлениям или внешним признакам? Что покажет нам лицо? Итак, резкая бледность лица может подсказать о том, что есть анемия, низкое давление, синдром Жильбера. А если лицо красное, горит и становится ярко-красным, это бывает при аллергии или гипертонии, особенно во время приливов жара. Когда на фоне общей бледности выделяются ярко-красные щеки, это часто встречается при туберкулезе и тяжелых заболеваниях легких. А желтый оттенок кожи говорит о проблемах с желчным пузырем, желчекаменной болезни, гепатите или опухолевых процессах, проблемах поджелудочной железы. Типичный зеленоватый оттенок лица бывает при поражении почек, почечной недостаточности, а серовато-пепельное лицо указывает на панкреатит, особенно если человек выглядит уставшим и истощенным. Когда лицо становится серым, с темными пятнами на щеках, это типично для панкреатита, сахарного диабета первого типа и холецистита. Почти черный оттенок лица – признак тяжелых нарушений работы почек, интоксикации или критических состояний на фоне алкоголизма. Если кончик носа синеет, это может быть проявлением сердечной недостаточности и даже прединфарктного состояния. Красный нос часто сопровождает проблемы легких, эмфизему, воспаление дыхательной системы и заболеваний крови. Белый или жирный нос указывает на поражение печени, высокий холестерин и сердечные заболевания. Лоб тоже многое может рассказать. Красная полоса вдоль линии роста волос часто связана с циститами, проблемами и воспалениями мочевого пузыря. Покраснение и шелушение по краю волос бывает при гиперфункции половых желез, чаще у детей и подростков. Покраснение или прыщи в центре лба говорят о дисбактериозе желудка или инфекциях, колитах, инфекциях толстой кишки. Покраснение над бровями связано с работой желчного пузыря и желчекаменной болезнью. Темные участки над бровями указывают проблемы с печенью, а щеки показывают состояние дыхания и сосудов. Красные участки по бокам носа – один из визуальных признаков гипертонии. Красные яркие щеки вместе с бледностью показывают о заболеваниях легких. Множество мелких точек на щеках говорит о склонности к астме, а синие точки или синюшные щеки проявляются при ишемической болезни сердца, при прединсультных состояниях, а также при проблемах печени. Темные пятна под глазами и впалые глаза связаны у детей со скоридами, ночным зудом, аллергией, плохим сном. У взрослых, как правило, это недосыпание, анемия, хроническое переутомление и аллергия. А если покраснение на лице образует рисунок, похожий на букву О, охватывая нос, щеки, подбородок, это может быть признаком аутоиммунных процессов ревматизма, волчанки, губ и рот тоже о многом могут говорить. Трещина на правом или левом участке рта напоминает о нарушениях работы желчного пузыря, также о высокой кислотности желудка. Белая зона над верхней зубой признаками панкреатита, постоянная влажность губ, о низком, о обезвоженности, подтянутая и сжатая нижняя губа, о запорах. Постоянная влажность под носом без насморка говорит об аллергии и может говорить еще и о курении у подростков. Если нижняя губа, она плотная, как будто стянутая, может говорить и показывать хронические запоры, снижение тонуса кишечника и даже депрессию. Подбородок часто очень отражает состояние мочеполовой системы. Если красный – признак воспаления простаты у мужчины, если краснота у женщины может быть связана с воспалением матки, а если краснее левая или правая сторона, то это касается соответствующего яичника. Лицо о многом может говорить, и я надеюсь, такие признаки, которые вы видите, могут заставить вас или обратить внимание на свое здоровье. Если у вас есть какие-либо из этих признаков, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу и займитесь дальнейшим исследованиями своего здоровья. Всем здоровья, до свидания.